На пути к мечте об идеальной кухне очень редко получается избежать ошибок. Ошибаются все, но тут главное, что? Не повторять ошибки предшественников. Мой опыт работы в индустрии, реализации проектов и взаимодействия с подрядчиками и клиентами может вам помочь. И в этом видео я перечислю те ошибки, исправление которых порой невозможно или стоит дорого, а может быть занимает много времени или просто очень сильно действует на нервы. Ошибкой будет монтировать фартук до монтажа кухонного гарнитура. В таком отважном действии всегда есть риск неправильно рассчитать ширину фартука. Она может не совпадать с габаритами гарнитура, будет либо торчать за пределами шкафов, либо не доставать до них, и будет щель, как между брюками и носками. Будете смотреть и все это время хотеть этот фартук немного поддернуть. У меня это происходит на автоматизме. Я могу думать о чем угодно, а глаза сами дорисовывают какие-то несовершенства созерцаемого пространства и дотягивают его до идеала. А если вы так решите развлекаться с рельефным фартуком, то останутся некрасивые зазоры между столешницей и кухней. В эти зазоры будет забиваться мука, грязь, крошки, пыль и жир. То есть всегда лучше монтировать плитку после кухни, чем до, и лучше ровную, чем рельефную. Неправильно может быть рассчитана высота стульев у барной стойки или у острова. Большинство покупает эти стулья просто по названию. Нужны стулья к бару, значит ищут барные стулья и даже не задумываются, что все они разной высоты, так же как и столешницы располагают на разных высотах. Поэтому стулья необходимо подбирать, исходя из высоты столешницы. Обычно самый подходящий размер – это 25-30 см ниже столешницы. Если вы хотите поставить на кухню отдельно стоящую стиральную машинку, то ошибкой будет не предусмотреть зазоры вокруг нее. Зазоры хотя бы по 2-3 см с каждой стороны нужны, чтобы вибрации от стиральной машинки во время работы не переходили к мебели, чтобы они не разбалтывали со временем ее крепление и не нервировали ваши хрупкие бокалы, звонкие фамильные серебряные вилки и драгоценные нервы. К полновстраиваемой стиральной машинке это не относится, у нее там все предусмотрено. Главное соблюдать инструкцию по монтажу. Кстати, этот ролик приурочен к запуску моего первого мастер-класса по кухням, где я зафиксировала более полусотни ошибок, как популярных, так и самых неочевидных, суммировав годы своей практики, других дизайнеров-коллег, производителей корпусной мебели и работы других наших смежников, а также структурировала сотни других нюансов, которые помогут сделать кухню удобной, красивой, функциональной и практичной. Там же я подготовила алгоритм планирования шкафов и ящиков. Все объясняю на примерах и сравниваю в таблице. Мастер-класс, в отличие от курса, это продукт без заданий и обратной связи, но он такой же содержательный и насыщенный, все только по делу. Мастер-класс будет полезен не только желающим обустроить себе кухню и разобраться в вопросе, чтобы проконтролировать дизайнеров или конструкторов мебели, но и самим проектировщикам интерьеров, дизайнерам, менеджерам и конструкторам мебельных фирм, потому что хоть ошибки совершают все, но главное – правильно стремление их учитывать, исправлять и саморазвиваться, чтобы не допускать эти ошибки в будущем. Большинство встроенных микроволновок имеют открывание дверцы налево, и если вы ее размещаете в правую часть кухни, а при этом еще и замыкаете в угол, вам будет очень неудобно огибать это препятствие регулярно. Нужно это учитывать при проектировании колонны со встроенной микроволновкой в правой части кухни у стены или при размещении в углу шкафов. Представьте, как вы с горячей тарелкой в руке уворачиваетесь от преград. Хочется ли вам после работы таким заниматься? И тут нужно либо заранее подобрать модель микроволновки с правым открыванием, либо переставить ее размещение в другое место. Ошибкой также будет устанавливать отдельно стоящую микроволновую печь в нишу без зазоров. У отдельно стоящей микроволновой печи сверху, а иногда и сбоку, должно оставаться пространство для вентиляции, примерно по 10 см, но точный размер будет зависеть от модели, поэтому читайте заранее технический паспорт и требования конкретной модели.
Когда вы проектируете кухню, опрометчивой ошибкой будет не предусмотреть место для хранения мелкой кухонной техники, такой как мультиварки, пароварки, тостеры, миксеры и мясорубки. В итоге все это либо занимает место на столешнице, сокращает рабочую поверхность и портит вид, либо распихано все в разные места на разных высотах, откуда их неудобно доставать. А бывает такое, что предусмотрено удобное место для хранения мелкой бытовой техники, и даже оно может быть размещено на уровне столешницы, но не предусмотрена розетка на этой полке, чтобы техникой можно было удобно пользоваться, например, не доставая ее или доставая, но не отключая. Неприятной ошибкой может стать стыковка плинтуса выше кухонного цоколя, который еще к тому же может быть подведен перпендикулярно к кухне, из-за чего дверца или ящик могут даже не открываться. В этом случае нужно предусмотреть фальш-панель шириной с толщину плинтуса. Но и плинтус ниже цоколя может доставлять проблемы, потому что он обычно подведен в цоколь и блокирует его. В таком случае цоколь будет сложно отщелкнуть от ножек, когда необходимо прибраться под шкафами, добраться до какого-то технического соединения или выключить из розетки встроенную технику. Поэтому сейчас уже все и по всему миру переходят на бесплинтусовые решения, чтобы избежать вот таких вот ошибок. Но если без плинтуса никак, и он или нужен для стилизации под какое-то время, или просто нравится вам, то в таком случае надо делать фальш-панель, небольшой такой доборчик в месте, куда этот плинтус приходит. Еще одной ошибкой станет размещение варочной панели близко к стене или к шкафу. В таком случае блинчики переворачивать будет очень трудно, ручки сковородок и больших кастрюль будут упираться в стену, а брызги жира будут пачкать плоскость, которая, скорее всего, не так хорошо готова к этому, как фартук. Минимальное желательное расстояние от плиты до соседних объектов, особенно если варочная панель газовая, 30 см. Ошибкой также будет не согласовать размеры встраиваемой техники с производителем кухни. Некоторые встраиваемые холодильники, духовки и микроволновки отличаются от модели к модели на несколько сантиметров. Многие думают, что они все равны, как на подбор, а нет. И если техника, которую вы хотите, редкая, мало где есть в наличии, то лучше приобрести ее еще до начала производства кухни. Иначе может случиться, что к моменту готовности кухни эту технику будет уже нельзя приобрести и придется подбирать другую под такие же размеры. И не факт, что альтернативная техника нужного размера найдется. А даже если найдется, то, например, у другой модели холодильника могут быть иные пропорции у секции и по-другому организовано крепление. На мастер-классе я разбираю такие аспекты взаимодействия клиента и производителя, о чем, кого и в какой момент надо предупреждать, и даже разбираю, на чем и на каких этапах клиента могут обмануть. Роковой ошибкой может стать отсутствие закладных в стенах для навесных шкафов. Как, например, неусиленная закладной перегородкой из гипсокартона может попросту не выдержать веса кухонных шкафов вместе с их содержимым и привести к обрушению. Ошибкой также будет забыть сфотографировать или не составить схему проводки электричества со всеми отступами и размерами по стене за кухней. Тогда во время сборки, монтажа и крепления верхних шкафов или полок сборщики кухни могут повредить проводку, и тогда нужно будет многое начинать заново. Эстетическим промахом станет отказ от заблаговременных размышлений о вытяжке и о ее воздуховоде. Еще на этапе планирования кухни надо подумать, как скрывать эти воздуховоды, потому что открытые они смотрятся плохо. За исключением некоторых маневров, выполненных дерзкими профессионалами своего дела. Если труба вытяжки будет скрыта коробом из гипсокартона, то надо заранее просчитать высоту короба и проектировать кухню с учетом его высоты. Печальной ошибкой будет поверить строителям на слово и не проверить, как они выровняли углы. Если они как-то отвлеклись и полностью забыли выровнять стены и вывести углы под 90 градусов в местах монтажа кухни, то будут видны все щели и зазоры между стеной и кухней, там, где стена неровная. Если угол помещения, куда будет монтироваться кухонный гарнитур, не выведен строго под 90 градусов, кухня просто не встанет в такой угол, не впихнется или будет прилегать неплотно. А некоторые кухонщики даже не возьмутся за
монтаж в таких условиях. Ошибочно будет задвигать угловую мойку слишком далеко в угол. При таком ее размещении придется больше наклоняться при ее использовании, отчего шея и спина будет быстрее уставать, а голова будет болеть. И вот вы насквозь уставшие и больные, а все просто потому, что мойку в угол поставили. Не надо так. Это лишь небольшая часть нюансов и ошибок, о которых лучше знать и учитывать их до того, как вы соберетесь заказывать кухню. Еще больше нюансов я разбираю на своем мастер-классе, ссылка на который будет в описании к этому видео. Вы знаете, кому отправить это видео. До новых встреч, всем дизайн!